Выехал я на речку, обустраиваю место. Сделал костерчик Дакоту, сейчас буду разжигать. Вот такая глубина, ой-ой-ой, глубоковато даже. Там меня поддувало, вот этой палкой пробил ход. Сейчас сделаю костерчик, потом буду обустраиваться дальше. Не знаю, буду ли оставаться с ночевкой. И домой-то далеко ехать, да и скоро на работу. Послезавтра надо подготовиться. Так что не знаю даже, что да как. В общем, поживем, увидим. Всего скорее я ближе к дому двину. Просто брал свою одноместную легкую палатку. Хотел испытать под дождем, как она будет. Обещали дожди, но вот как видим, погода пасмурная. Но дождя-то нету как такового. Если дождик будет, остаюсь тестировать палатку. Но если уж не будет, так что сделаешь? О, костерчик задался. Окей. Вроде дрова сырые, горит хорошо, не сильно дымно. Это радует. Будем прятаться как партизаны. Нам гости не нужны. Дорога, в принципе, вон там. Ну, изрядно отсюда. Думаю, никого мы тут не увидим. Надеюсь. Так где не ожидаешь, там увидишь народ. Ну а тут, в принципе, можно палаточку замутить. Все будет тип-топ. Так тепло, не скажу, что холодно. Но у нас ночами, ну где-то, как сказать, ну 8-9 по ночам. Ну здесь у речки на градуса 3, наверное, холоднее будет. Градусов 5-7. Ну это не есть айс. О, там какое дерево. Красотень. Хотя вроде я там был, по-моему, как-то. Ну все, костерчик у меня готов. Самое главное это было выкопать костер. Потому что он какую глубину забубенил. Чуть ли не метр. Пришлось такой сильно глубокий делать, чтобы уклон здесь небольшой, чтобы полегче было пробить. Пробил вот этой палкой. Профигачил. Геморройненько было, но тем не менее. Самое главное, костер — это жизнь. Вода у меня есть чистая. Сейчас надо будет поставить чайку. Дакота, партизанский костер, костер разведчика, скрытный. Названий много, не буду даже заморачиваться с ним, потому что в интернете полно. Кто тут даже первый раз идут походы, уже начинают делать, типа. Ладно, не в этом суть. Эту палочку я не буду выкидывать, я ей же буду и прикрывать дымоход. Регулировать тягу буду ей. Сейчас угли будут, закину картошечки и поставлю чая. Вот такая кругом красотень.
Так, сколько у нас? «84 метра» мы над уровнем моря погрузились. 84, 85. Уху-ху. Уходим на дно. Ну, у нас местность низменная. Прошлые разы был вон там аж. Там еще меньше. Поэтому тут и связь плохая. И рация в этой яме ни хрена не берет. Надо подниматься на гору туда выше. В общем, вот такие пироги. Так, что у нас там? Нужно подкинуть дровишек, короче. Вот, все, у меня тут пыхтит, полыхает. Надо, наверное, подувал поприкрыть, поэкономить дрова. Сейчас чаек закипит, картошечку положу. Красота.
все. Птички поют. Сказка, одним словом. Котелок потом в нее положу, потому что он будет в саже весь, не отмоется. Сейчас мы попробуем раковочку вот такую маленькую. Посмотрим, что к чему. О! Будем рыбачить. Ну вот и готово. Еще бы только камень бы для груза. Сейчас пойду кидать. Может, найду. Снимать не буду, как буду кидать, потому что там такой склон. Сальто мортале. Ну его нафиг. Рисковать. Сейчас и камеру-то угроблю. Ладно, пойду закину. Посмотрим, что у меня получится сейчас. О, вот такая. Вот, все горит чин-чинарем. Как горн фигачит. Вытяжка. Вон там. Вот она. Работает исправно. Думал, может, надо побольше бы сделать. Хотя нормально, вполне. По крайней мере, весной не обвалится. Если что, только палочкой попрочистить, и будет нормально. Осталось только картошечку закинуть. Вон туда, где-то там, под кустом. Закинул в ракововку. Пускай стоит, посмотрим, что потом будет. Вода упала, так что, возможно, рыбы даже и нет. Может, какая-то мелочевка, не знаю. Когда вода поднимается, все время рыба есть. Что-то вроде плещется. Фу,
Дым, я масло не ем. Ну, если только по утрам немножко. Полкилограммчика. Фу. Вот такая у меня тут площадка получилась. Сюда можно смело ставить палаточку, запасаться дровишками. Вот это, кстати, дуб. Я его попробовал. Блин, фиг его тут сопрешь. Надо его как-то, я не знаю, ножовку нормально будет. Рубить тоже тяжело. Вот там уже дровишки есть. Вон там, на углу. Тоже сушнячок. Ну там вроде. Ну, в принципе, поднабрать можно на ночь спокойно. Только что вот по этой траве, вот она до сих пор даже не просохла. Вообще, блин. Ноги сырущие. Все сырое насквозь. Че, выехал? Утром, как только начало светать, я выехал. Блин. И после дождя-то, и роса-то. А я в кроссовочках. Вот так вот. Теперь я весь сырой. У меня еще сушинка лежит. Такая не слабенькая. Вот там еще можно сушинку срубить. Ну, на том берегу, ну его нафиг. Ну вот, как-то так. Чайку я попил. Сейчас прогорит. Картошечки закину. Я специально так побольше, чтобы обжечь землю, чтобы оно закоксовалось, как бы так сказать. О, картофанчик у меня готовый. Красота. Еще пока не кушал даже. Сегодня ничего, только кофе с утра попил. Да ладно, сейчас. Аж через камеру, наверное, запах передается. Шикарно. На природе, в походных условиях. Выживаем дальше. Ой, горячо, горячо. Все. Кроссовочки подсохли, носки высохли. Сейчас одеваю и пойду снимать раколовку, а то там крапива. Задница полная, в общем. Вот, ничего я не поймал. Надо было, наверное, конечно, на ночь. Но надо срочно ехать домой. Ну ладно. Как-нибудь попробуем. Ну, вода упала, конечно, откуда-то сейчас. Сейчас подсохнет на солнышке. Хоть так немножко, чтобы не текла вода. И все. А пока буду потихонечку собираться, попью чаю, буду паковать велосумку. Фу, блин. Кстати, о велосумке часто тоже просят рассказать там. Ну, не знаю, рассказывать пока ничего не буду, потому что я ее уже списываю с баланса, как говорится. Жду. Через недельку должна приехать новая велосумка. Попрочнее, подороже, там реальная вещь. Ну вот там можно будет еще что-то потестировать, рассказать. А с палаткой так ничего не вышло. Думал, если на ночь хоть остаться. Но, увы, надо сейчас ехать, потому что и так только к вечеру я явлюсь. Пока тут все доеду, пока все разложу. Завтра вставать ни свет ни заря. Вот такие пироги, как всегда, все время. Не по плану все. Балда какая вылезла, блин, жарко. Жару не выношу аж. Дышать нечем, как карась. Хапаю воздух, блин. Ну, жарище. Вот у меня один такой нормальный заброс. Где-то часов 5, наверное, горело. Если вот целую
забить, будет часов 5 гореть. Так, чтобы не сильно. Так что, в принципе, вещь удобная. Как говорится, можно рекомендовать. Так что, с палаткой не вышло. Велосумку как-нибудь придет, я другую покажу. Это уже все, она... Сколько сезона? 2, наверное. Ну, 3 от силы. 3 сезона, наверное, я ездил с ней. И все. Уже ушивалась, не один раз клеилась. Ладно, собираюсь дальше. Ну вот, сейчас вот допью, умоюсь. Сумку на велосипед. Велосипед у меня вот там где-то в траве, сюда не спускал, потому что тащить в такую гору, это задница полная. Так, температуру у нас не забыть бы. Так, барометр-то. Угу. О, 31,9 на солнышке. Так это не на самом солнышке, нифига себе. Ого-го. Ну ладно, так. Наверное, на этом все. Потому что сейчас убираю камеру. Все на велосипед. И аля-улю, иду домой. К вечеру буду дома. В общем, вот такое место новое я обжил. Нормальненько так это. Когда вода подымется, можно порыбачить, прийти сюда. Надеюсь. Может, когда вернусь. Как у нас там? Ага, догорает. Как раз пока я сейчас тут все убираю, закрываю, на велосипед привязываю, все догорит. Потом вернусь, проверю. Ну вот и все, други. Вперед домой. Вот в эту гору. Вот тут. Оп, оп. И потом еще тут по траве. Надеюсь, подсохло уже. А может и нет. Опять буду сырой насквозь. Ну ладно, трындеть хорошо, надо домой идти.